Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. Напоминаю, что мы разрабатываем игру и в жанре хоррор, и страница игры уже доступна в публичном доступе в Steam, поэтому не забывайте переходить по ссылке в описании и добавлять игру в виш-листы. Релиз игры запланирован на конец этого года. В этом видео я хочу переделать систему взаимодействия с предметами, так как сейчас я на таком этапе, когда мне нужно максимально полировать все существующие механики, связывать их друг с другом и подводить уже к какой-то играбельной демо-версии. И если вы не помните, не видели, как сейчас настроена система взаимодействия, я покажу, что сейчас у нас у персонажа по таймеру постоянно пускается луч с помощью лайн трейса вперед, и он постоянно ищет предметы, с которыми можно взаимодействовать. Вроде бы как в плане реализации эта система очень простая, легкая, но у нее есть определенные минусы. Во-первых, когда мы пытаемся поднять какие-то мелкие предметы, то есть, видите, мне нужно обязательно попадать по этому объекту. Можно было бы, конечно, сделать луч line trace больше, точнее, у меня тут, если прям точно, у меня не line trace, а sphere trace, да, то есть не линия опускается, а такой как бы сфера. То есть ее можно, конечно, сделать побольше, и тогда проблем не будет с наведением, да, но все равно, то есть, допустим, я подбегаю сюда, представим, да, что у меня вот здесь вот такая сфера, центр камеры опускается в центр экрана. То есть я не смогу подбежать и просто быстро схватить батарейку, вот так, например. Мне нужно обязательно будет, ну, как-то вот сюда на нее направиться, да. И еще один минус есть в том, что, смотрите, если помните, я реализовывал такие как бы защелки, задвижки на дверях, да, чтобы можно было открывать их с другой стороны. И теперь смотрите, то есть эта дверь заперта, у нас с той стороны должна быть защелка, но видите, у меня Sphere Trace, из-за того, что он достаточно большой, он захватывает еще и задвижку с той стороны. Поэтому я могу ее открыть с другой стороны. Вот, видите? И, ну, то есть такой баг получается. Можно, конечно, его исправить, но в целом все равно, как я считаю, что это не самая удобная система в плане игры. То есть удобнее, конечно, через коллизии работать, когда мы просто подбегаем к предмету, и на определенном расстоянии загорается значок, что с предметом можем взаимодействовать. То есть не обязательно прямо вот на него так смотреть, а нужно сделать так, что можно было подбежать вот здесь, и уже можно было поднять батарейку, не целясь на нее. Ну и поэтому я буду сейчас переделывать эту систему. Так, начнем мы с чего? Ну, давайте с самого базового. Это loot, предметы, наш BP Master Item. Давайте открываем его blueprint. У нас тут уже есть один box collision. Это тот, который который отвечает за то, чтобы маркер предмета добавить на карту. В дальнейшем, конечно, я еще подумаю, можно ли его дополнительно использовать и для взаимодействия. Но давайте пока отдельно создадим. То есть я создаю новый box collision. Точнее, вот сюда надо нажать. Box collision. Так, назовем его box interaction. Давайте сделаем его чуть-чуть побольше. Ну вот, как-то вот так, да? Сразу настраиваем ему коллизии. То есть у него будет только... Так, давайте попробуем поставить custom. Так, все, выключаем. Ставим query only. И у него он будет реагировать только на пауна. То есть только на игрока. Так, теперь нам нужно настроить событие onComponent begin overlap и onComponent end overlap. То есть когда игрок заходит в эту коллизию и когда игрок выходит из нее. Будем, конечно, сравнивать сразу с тем, игрок это или нет. Можно по тегу, можно getPlayerCharacter. В принципе, особой разницы нет. То есть через бранч проверяем, какой именно palm пересек коллизию.
Так, и мы будем запускать определенные события, показать, либо спрятать виджет взаимодействия. То есть теперь нам нужно добавить еще сюда один виджет. Так, у меня уже есть какой-то здесь виджет Interaction. Интересно, что это за виджет. Ну-ка, давайте посмотрим на него. Так, если честно, я даже не помню, когда я его добавлял, когда создавал. Ну да ладно, давайте. Так, давайте, наверное, отдельные события создадим. Так. Show Interaction Widget. И Hide Interaction Widget. Соответственно, будем их вызывать здесь. Здесь вызываем show, здесь вызываем hide. Так, теперь непосредственно сам виджет мы будем показывать. Так, давайте я вообще попробую запустить игру, посмотреть, как вообще этот виджет выглядит, если он вообще как-то его видно в игре. Так, давайте посмотрим на его свойства. Так, давайте я немножко сделаю покрупнее чуть-чуть. Так, давайте смотреть, что у него тут есть. Давайте пока другой какой-нибудь. Что-то я вот вообще не помню, что это за виджет. Вот. Давайте пока вот с этим работать. Так, виджет у нас идет. Тут есть материалы. Так, space давайте ставим screen. И сам виджет непосредственно, да? Давайте переходим в папку UI. Так, давайте здесь создадим новый виджет. User Interface. Ой, не тот нажал. Нам нужен виджет Blueprint. User Widget. Давайте назовем его WBP. Interaction. Здесь будет обычный у нас image. Так, а image мы будем... у нас он будет меняться в зависимости от того, какую клавишу нужно нажать. То есть взаимодействие, а может быть это будет какая-то другая клавиша. Ну или сразу нужно предусмотреть тот вариант, если игрок поменяет раскладку клавиатуры или геймпада, и, соответственно, клавиша будет другая. Поэтому картинку мы будем менять динамически. Ну, давайте пока в качестве стандартной картинки выберем. Так, у нас тут есть, где-то у меня были текстуры. Навигация. Так, ну давайте вот. Давайте пока просто какую-то вот такую поставим. Так, и теперь, получается, мы этот виджет подключаем сюда. Так, давайте мы его слегка приподнимем. Так, попробуем запуститься. Да, теперь у нас у всех появились виджеты, достаточно большие. Теперь их нужно сделать поменьше. Так, тут стоят 500 на 500, давайте поставим 50 на 50.
видите, из-за того, что мы поставили здесь скрин, виджет всегда повернут к экрану. В принципе, нам так и надо. То есть вот такие вот будут появляться подсказки. Видите, да, что куда бы я ни повернулся, они всегда смотрят строго к экрану. Ну и теперь давайте будем включать и выключать видимость этого виджета при взаимодействии, точнее не при взаимодействии, а при пересечении этого триггера. Вот эти два события у нас. Так, set visibility, давайте посмотрим. True. Здесь будем вызывать set visibility false. Ну и по умолчанию давайте этот виджет будем скрывать. Так, давайте ищем у него свойства. Так, давайте я еще побольше сделаю немножко. Давайте просто в поиске поищем visibility. Так, ну давайте попробуем. Виджетов не видно. Как только я захожу, они появляются. Как только я отхожу подальше, они исчезают. Ну, это вот такая самая базовая логика. Теперь нужно сделать так. Ну, во-первых, нужно сделать, когда я буду расставлять предметы, конечно, мне нужно будет сделать так, чтобы они были настолько далеко друг от друга, чтобы у меня одновременно не появлялось двух виджетов, да. То есть, соответственно, мне нужно будет коллизию настроить, сделать ее поменьше, да. Так, Box Interaction. Так, давайте, тут можно цвет поменять, да. Давайте я сделаю его зеленым, чтобы он явно отличался от всех остальных на сцене. Вот такие вот боксы коллизий. Угу. Вот. В целом не такие уж и большие, да. То есть, если я буду, например, здесь стоять, давайте я вот этот куда-нибудь подальше отодвину. Вот этот подальше. То есть давайте пока вот один вот этот оценивать. Так, вот если я буду стоять здесь, то в целом нужно сделать так, чтобы я мог уже взаимодействовать с этим предметом. И теперь как мы будем делать? То есть дополнительно я хочу не просто показывать виджет, когда я подхожу достаточно близко к предмету. Я хочу сделать так, чтобы еще и, ну, в целом достаточно близко, чтобы я хотя бы примерно на него смотрел, да, то есть нужно будет либо как-то рассчитывать поворот персонажа, то есть я не хочу, чтобы у меня виджет появлялся, если я, например, буду стоять, ну, вот так вот, да. Хотя в целом можно нужно сделать так, чтобы он появлялся только тогда, когда мы его видим на экране, да, хотя бы приблизительно, потому что если я буду вот так стоять и нажму клавишу взаимодействия, случайно, допустим, да, я не пойму, что я поднял эту батарейку, потому что я ее даже не вижу в кадре. Но в целом я стою в этой коллизии, и если я сейчас просто настрою поднятие предмета, когда я нахожусь в этом боксе, то могут быть тупники. То есть, смотрите, я ее не вижу, но поднять уже в целом теоретически могу. То есть мне нужно сделать еще так, чтобы я в целом хотя бы приблизительно смотрел на эту батарейку. И как мы это будем делать? То есть, во-первых, когда мы показываем наш виджет, нам нужно будет отправлять сообщение нашему игроку о том, что вот появился объект, с которым можем взаимодействовать. И должен начаться какой-то просчет, да, поворота камеры персонажа и так далее. То есть смотреть, чтобы он хотя бы примерно смотрел. Так. Или в целом можно сделать даже... Ну, давайте пока так, да. Конечно, логику можно по-разному сделать. То есть мы будем отправлять сообщение игроку. Давайте открывать нашего персонажа сразу. Будем думать, как его изменить. Вот наш персонаж, вот наш граф Interact. То есть напомню, что у нас тут постоянно работает line trace. То есть давайте теперь я этот таймер выключу. Вот, то есть у нас пока что line trace не работает. Теперь мы будем... так, давайте откроем интерфейс нашего персонажа BPI Character. И у него создадим event Start line trace.
interaction, да, пишем, потому что может быть еще какой-то будет другой. И end line trace. То есть включить и выключить режим line trace, да, то есть чтобы когда он будет готов взаимодействовать с предметами. А теперь давайте прописывать эти функции здесь. Так, ищем, где у нас start line trace. Сразу в граф interact я буду его перекидывать куда-нибудь сюда. И end line trace. Вот они, два события. То есть что будет делать каждое это событие. То есть мы можем просто вот эту логику отсюда, когда мы включали наш line trace, точно так же запускать таймер. А при выключении line trace мы будем его, этот таймер, выключать. Set timer by, только давайте не by function name, ну да, у нас это функция, поэтому пускай будет. Хотя, подождите, давайте попробуем. Start timer by event, допустим. Create event. Да, можно вот так вот сделать. Так. Ставим ему цикличность. Интервал 1/10. Так, ну и все. Вот так вот отключаем. То есть, чтобы нам вручную не писать имя функции, вдруг мы потом поменяем ее. И, соответственно, нужно будет записать этот таймер в переменную, чтобы можно было его выключать. Так, тут у нас нет этого таймера, надеюсь, еще в переменной. Угу. Так, давайте его записывать в переменную. Line trace interaction timer. При выключении мы будем этот таймер очищать. Так, clear and invalidate вызываем у таймера. И вызываем и очищаем переменную. Можно еще сделать проверку на валидность. То есть сначала проверяем на валидность, очищаем таймер, уничтожаем и потом очищаем переменную. Вот так. То есть у нас теперь будет запускаться, когда мы будем заходить. Теперь нужно из мастер айтема отправить это сообщение. То есть мы будем теперь вызывать get player character и отправить ему сообщение start line trace interaction. И здесь вызываем end line trace interaction. То есть теперь мы просто пока что давайте при пересечении этих коллизий мы будем включать таймер у персонажа. Таймер, в свою очередь, пускает line trace. Давайте я его открою. Где он у нас? Так, line trace. Вот она функция. Если коротко, вот получается, она у нас получает control mode. То есть только в режиме, в обычном в режиме ввода, да, то есть не когда мы в шкафу или когда мы решаем головоломку, только тогда работает line trace. Выпускает луч из центра камеры вперед, точнее не луч, а сферу, смотрит, столкнулись мы с чем-то, ну и далее стандартные проверки идут. Теперь нужно сделать, ну, либо сделать очень большой эту сферу, да, чтобы она у нас автоматически
практически на весь экран, да, попадало. Ну, либо не на весь экран, а на, ну, хотя бы на половину, да, экрана. То есть давайте я сейчас включу его видимость и будем смотреть, тестировать. Ну, давайте вот на один кадр включим видимость. Так, вот я подхожу к батарейке. Так. Почему-то он не всегда срабатывал, ну ладно. То есть вот смотрите, я захожу в зону коллизии, у меня включается Line Trace. И теперь нужно сделать так, чтобы он у нас был практически, ну, наверное, на пол экрана, да, чтобы он точно захватил. Ну и тогда нужно будет жестко следить за тем, чтобы объекты, с которыми можно взаимодействовать, не находились слишком близко друг к другу. Так. Давайте попробуем, наверное, так сделать. То есть давайте я пока сделаю Trace Radius. У нас стоит 5. Давайте я его сделаю 50. Пока что. Давайте посмотрим. То есть, смотрите, теперь получается, вот когда зеленая, эта сфера, когда становится зеленой, это значит, что луч столкнулся с объектом, с которым можно взаимодействовать. То есть, теперь смотрите, какая логика. Когда, если я смотрю вот сюда, я не смогу с батарейкой взаимодействовать, но если я повернусь хотя бы вот на такое расстояние к нему, то он уже автоматически будет захватывать его, и поэтому я смогу с ним взаимодействовать. Давайте попробуем немножко уменьшить радиус. 25 проверим. Почему-то Line Trace включается не всегда, как будто бы. Ну потому что у нас тут много пересечений с разными объектами, они конфликтуют друг с другом. 25 маловато, да? То есть давайте все-таки сделаем хотя бы 40. Ну и теперь получается, оставшаяся логика у нас будет точно такая же. То есть я когда буду нажимать на какую-то клавишу, точнее на клавишу взаимодействия, у нас будет работать, отправляться сигнал о взаимодействии с каким-то предметом, да? Ну и в целом, так, и получается, нам теперь нужно сделать немножко по-другому. То есть нам нужно не сразу показывать виджет, а только тогда, когда мы на него нацелились вот этим вот Sphere Trace нашим, да? То есть, смотрите, мы когда будем... Так, вот, если луч столкнулся, мы проверили, можем ли, поддерживает ли этот объект интерфейс. Потом, если он interactable, да, то есть если можно с ним взаимодействовать, то мы записываем вот здесь вот этого актора в переменную и сразу же будем ему отправлять сообщение о том, что можно с ним взаимодействовать. То есть, смотрите, хат я теперь пока убираю, то есть нам не надо будет улезть в наш виджет хада и там включать подсказку о взаимодействии, да, то есть я пока это отключу. Вместо этого мы будем нашему актору отправлять сообщение, показать виджет, либо не показать, да, либо скрыть его. Так, получается, нам также нужно это сделать через интерфейс. Интерфейс у нас здесь уже подключен ко всем этим предметам BPI Interaction. То есть я просто здесь добавлю сейчас функции, события точнее отдельные. Show Interaction Widget. И Hide Interaction Widget. И теперь, получается, когда луч столкнулся, мы будем нашему актору, то есть это давайте тоже уберем, нашему вот этому вот, давайте я вообще подальше уберу вот это, нашему актору будем отправлять сообщение Show Interaction Widget. Соответственно, когда мы теряем его из виду, то есть когда у нас Line Trace вернул значение false, мы будем этому же актору отправлять Hide Interaction Widget, да? Давайте вот так вот делаем. Hide Interaction Widget. То есть сначала ему отправляем сообщение о том, что нужно его спрятать виджет, а потом мы его убираем из переменной, да, вообще?
И, соответственно, эти события нужно здесь прописать. Точнее, даже немножко переделать эти события. То есть мы здесь не сразу будем показывать виджеты, да, а мы будем... Давайте просто вот так вот и будем делать. Вот, здесь мы просто отправляем сообщение персонажу о том, чтобы запустить либо выключить таймер взаимодействия. А здесь уже будут события из интерфейса. Show Interaction Widget и Hide Interaction Widget. Давайте попробуем запуститься. Так, зашли, вышли. Так, нет, давайте вот сюда. Вот, зашли, нацелились примерно рядом, да? Все. Так, виджет появляется, но не исчезает. Давайте проверим логику, как именно у нас работает. Смотрите, то есть здесь мы, давайте переменную очищать не будем. Давайте я пока вот эту логику отключу. То есть как у нас работает логика. Таймер запустился. Если столкнулся с чем-то, то актор записывается в переменную. Но нам в целом здесь не нужно при каждом лайн-трейсе, да, записывать актор, потому что мы знаем, что когда мы зашли в эту коллизию, мы уже знаем актора, который отправил нам это сообщение. Start line trace interaction, да? Поэтому здесь можно сразу добавить актора, ссылку. И здесь будем подавать себя. То есть один раз мы его будем записывать в переменную при запуске таймера. Так, давайте ищем эту переменную. Так, у нас эта переменная в разделе Interaction Hit Actor. То есть будем вот так вот задавать, сразу записывать его в переменную. То есть для чего? Чтобы сразу мы всегда знали, к кому обращаться при столкновении луча. Так, теперь получается вот line trace у нас работает. То есть когда мы теперь, если столкнулись с объектом, если он поддерживает интерфейс, актор можно в принципе не перезаписывать. Ну ладно, давайте пока не будем. То есть мы будем отправлять ему сообщение show interaction widget, да? Теперь, что делать, если мы не столкнулись? То есть мы просто отвернулись от него. Нам не нужно очищать переменную, потому что мы все равно стоим пока еще в этой коллизии, да? Мы будем вызывать просто hide interaction widget. То есть если мы просто столкнулись, то есть если просто луч не столкнулся. То есть мы не будем обнулять эти переменные. А обнулять эти переменные мы будем только в том случае, когда мы полностью вышли из этой коллизии, закончили режим line trace, да, и только тогда мы будем очищать вот эту вот переменную. Иногда не хочет копироваться, ну ладно, вручную сделаем. Так, ну давайте теперь пробуем вот так. То есть я вот подхожу к батарейке. Зашли в коллизию. Вот я на нее смотрю, появляется кнопка взаимодействия. Я отворачиваюсь. Она должна была скрыться, но пока что не скрылась. Hide Interaction Widget мы вызвали. Так, а зачем я здесь выключаю режим взаимодействия? Потому что забыли убрать. Вот теперь вот так давайте пробовать. Подошли. Появилась кнопка. Так, а почему не видно теперь? Вот line trace видно. Вот у нас запускается line trace.
Так, но виджет не исчезает. И мне как-то непонятно, почему так странно работает line-trace. То есть он как будто бы не всегда попадает, да? Давайте через print-string вылавливать виновника. Будем писать здесь hide widget. А здесь будем писать show widget. Заходим в коллизию. Вот у нас идет show widget. Но hide widget почему-то не вызывается. Так, скорее всего, где-то здесь. Так, если ни с чем не столкнулся, мы должны вот это тоже сюда, скорее всего, подключить нужно. Так, вызывается только show widget, но hide widget не хочет. Get is interactable. И это надо выключить. Угу. Так. Потому что здесь мы отправляем хит актору, но если мы ни с чем не столкнулись, у нас хит актора как такового нет. Поэтому нам надо вызывать не хит актору, точнее не отсюда, не из этой ноды, а из нашей переменной, которую мы запомнили. Вот так надо сделать. И обновить надо ноду. Hide interaction widget. Вот сейчас, скорее всего, все заработает. Заходим в коллизию. Смотрим на предмет. Виджет появляется. Отворачиваемся. Виджет исчезает. И, соответственно, если виджет исчезает, я с ним смог взаимодействовать. Ну, ладно. Тоже надо исправить. То есть давайте пока... Так, это можно смело удалять отсюда. Вот эти обнуления переменных тоже удалять. Теперь само взаимодействие. То есть мы, когда нажимали на клавишу взаимодействия... Так, давайте я попробую здесь написать. IA interact. В функции не хочет вызывать. Так, надо найти это событие, вот оно. То есть он у нас проверяет, записан ли у нас какой-то предмет в переменную hit-actor. То есть нам нужно здесь дополнительную проверку внести. Смотрим ли мы на него сейчас через line trace. То есть можно добавить просто еще одну переменную. Так, добавим переменную, булиновую переменную. Can interact with actor. Это будет boolean переменная, и категорию сразу ставим interaction. Так, здесь мы, получается, будем всегда ее обнулять, ставим на false. Потом при start line trace interaction мы ее трогать не будем, а будем обновлять при обновлении этого луча. Ну, точнее, конечно, лучше давайте сразу ее сначала обнулять, потому что вдруг еще где-то из старых, из предыдущих каких-то предметов будет оставаться логика, да? То есть мы будем ее обнулять сначала, ставить false, а вот здесь вот как раз-таки мы будем ее обновлять, то есть ставить true, если мы попали по нему line trace, а если не попали или еще что-нибудь, то будем ставить false. Вот. Ну, теперь давайте смотреть. Так.
Ну, на эту внизу подсказку не обращать внимания, она, скорее всего, осталась из других факторов еще. Так, вот мы зашли в радиус действия предмета. Отворачиваемся, подсказка, виджет исчезает, поворачиваемся поближе, и появляется. Если я сейчас нажму F, все равно осталось, да? Угу. Давайте смотреть. Ну мы забыли здесь еще одну переменную добавить. Еще одну проверку. Так, только если можно... То есть только если эта переменная равняется true. Can interact. Давайте я сейчас play start куда-нибудь отодвину, чтобы мне не мешали другие предметы. Вот так, давайте. Подходим. Включается line trace. Если я отвернусь, нажимаю F, вот у меня ничего не происходит. Но как только повернусь вот так, нажимаю F, все, я батарейку поднял, актор уничтожился, line trace выключился. Ну и то же самое, например, вот здесь теперь подходим. Если я чуть-чуть поближе посмотрю на этот аппарат, я смогу его взять. Вот так я его взять не могу. Так вот он поднялся. То есть в целом вот так вот работает. И осталось теперь только у этого виджета настроить внешний вид, да, то есть чтобы у каждого, во-первых, можно было настроить кнопку, которую показать, да, именно у этого виджета. А во-вторых, так, где он? А во-вторых, еще и кнопку и, может быть, внешний вид, да, как-то менять. Так, WBP Interaction. То есть давайте попробуем. Так, давайте сначала проверим, вообще можно ли здесь какие-то переменные подключать сюда. Давайте я включу, создам какую-то тестовую переменную здесь. Тест var boolean, поставим ее instance editable и expose on spawn. Compile. И теперь давайте проверим, появилась ли эта переменная здесь. Нет, напрямую здесь в окне деталей нельзя ее менять, поэтому, ну, можно будет, я думаю, через construction script назначать ей определенную текстуру. И тут тоже можно сразу подумать наперед, чтобы потом не переделывать. То есть, если я хочу привязать эту картинку, клавиши взаимодействия, то есть по-хорошему мне нужно изначально будет сначала проверять в игре, какая именно клавиша к этому привязана. Но можно сделать еще немножко по-другому. Ну, конечно, я прям сразу сейчас не буду всю эту архитектуру выстраивать. Я хочу здесь создать определенную функцию, точнее не функцию, а data asset. То есть у меня здесь есть blueprint function library. Так, вот у нас BPI контроллер идет. Так, где-то еще один был у нас глобальный такой библиотека функций. Вот я ее не могу найти. Так, это у нас GameMod, это у нас интерфейс. Так, где же у нас было... Так, может быть здесь? Не хочется просто создавать новую библиотеку функций, если уже одна какая-то была. Так, дайте я сейчас вспомню, где я ее использовал. Я ее использовал при, по-моему, в контроллере. Так, давайте я открою контроллер. По-моему, это было у нас при перехвате клавиш. Вот, Gamepad мод. Так, set Gamepad мод. Угу. Так, это не то. Вот, any key. Мы здесь при нажатии любой клавиши мы вызываем здесь
логику мы проверяем из Gamepad Key. Угу. Так, это тоже не то. Я ее буквально вот сегодня искал, находил эту библиотеку функций, теперь не могу найти ее снова. Куда она делась? Вот она, библиотека функций контроллера. Вот. Пускай здесь будет. То есть, смотрите, что я хочу сделать. И у меня есть еще виджет, где хранятся подсказки к действиям. Вот, например, клавиши WASD и подпись, что делать, что делают эти кнопки. И здесь есть переменные определенные. То есть я хочу теперь создать еще определенный data asset, в котором будет храниться эта информация. Так, давайте теперь я вот сюда перейду. Создаем blueprint класс. Назовем его типа primary data asset. Назовем его PDA. Давайте buttons так и назову. То есть тут будет храниться информация о кнопках. И что будет хранить в себе информация эта? Так, тут бы правильно сейчас сделать архитектуру, чтобы ее не переделать. То есть я хочу просто, чтобы у меня вот эти вот переменные хранились в каком-то общедоступном месте, то есть не в виджете, а чтобы я мог обратиться к ним из любого места. Поэтому мне нужно будет вот такой вот создать map, да, то есть словари. Допустим, вот у меня такой словарь есть тут, который преобразовывает input в определенную кнопку. То есть если я выбрал где-то подтверждение, он мне сразу выдает клавишу X, если это PlayStation, да, если это клавиатура, он выдает мне Enter, а если это Xbox, ну, я к ним, для них еще не делал кнопки, ну, логику вы поняли. То есть я хочу, чтобы это было где-то в глобальном каком-то одном месте сделать, соответственно, получается, мне нужно, ну, в целом можно сделать, просто скопировать эту. Давайте попробую скопировать эту переменную. Actions map, keyboard and mouse, пока вот так вот. И сюда мы ее вставим. Так, давайте теперь. Угу. Вот, и давайте ее переименуем. Просто actions map. Вот так. Компилируем. Теперь создадим data asset. В поиске найдем PDA buttons и назовем его data asset keyboard buttons. Вот здесь теперь получается у нас тут есть уже готовый словарь. Теперь я могу его продублировать и называть его PS buttons, то есть для PlayStation, да? И переопределить здесь эти значения. То есть здесь клавиша назад будет так. Клавиша назад у нас это будет нолик. Ну, в целом можно сделать даже так. Можно просто скопировать отсюда. То есть вот он, этот словарь. То есть я ее копирую. А сюда вставляю. Вот так вот. То есть теперь у меня есть... Так, это у нас... Да, вот для PlayStation кнопки. И для клавиатуры отдельно кнопки, да? Все, у нас есть два набора данных. Теперь получается, как достать их из из любого места. То есть вот у нас есть библиотека функций. То есть мне надо создать функцию определенную тут, которая будет получать
например, вот эта функция controller mode to actions map, да, то есть в зависимости от того, какой контроллер сейчас включен, то есть PlayStation, Xbox или клавиатура, он будет выдавать нам ссылку на определенный словарь, а там мы уже будем искать определенное действие, да. То есть теперь вот эту функцию найдем сейчас, где она, и скопируем ее в нашу библиотеку функций. Вот. Так, и будем теперь сюда уже подключать будем наш data asset. Так, дайте я вспомню логику, как мы доставали отсюда это все. Так, это у нас Game Instance занимался этим. Unlock Achievement ищем. У нас уже есть вот. Нам нужно переменную сохранить. Ага. Нам нужно где-то будет хранить эту переменную, и только потом мы к ней сможем обращаться, да? То есть вот этот вот data asset. Соответственно, так. Угу. Так, ну ладно, давайте я пока с этим потом разберемся. То есть давайте пока что будем просто вытаскивать. Пока что будем просто ставить определенный виджет. Так, давайте я все это повыключаю. В дальнейшем я потом подумаю, где хранить все эти данные. Так, так, контроллер тоже выключаем пока что. Так, это оставим. Так, ну, осталось только нам здесь на construction script задавать нужную картинку. Давайте пока что это просто будет F везде. Так, здесь получается мы достаем данные об предмете самом. А здесь мы будем делать... Сначала мы делаем cast to BP. Так, нет, не хочет. Где наш виджет? Он у нас называется WBP. Interaction должно быть, да? Вот, WBP Interaction. И мы будем ему задавать картинку. То есть картинку делаем переменной. Так, image, назовем ее button. Image button вытаскиваем у него. И будем задавать ему set brush from texture. Так, текстуру давайте сделаем переменной. Назовем ее button texture. Сделаем редактируемой. И по умолчанию зададим ей значение так. Так, WP Interaction does not inherit from widget component. Тогда нам нужно сделать cast to... Угу. Хорошо. Получается, тогда нам надо сделать по-другому. То есть неправильно тип у нас тут идет. Тип данных.
Так, по-моему, как-то нужно было вытаскивать виджет обычный. Вот, get widget. А его уже делаем каст. Вот так. Так, и значение по умолчанию мы сделаем. Пускай будет. Так, у нас... Я, кстати, даже так и не сделал, да, клавишу F. Пускай E пока будет. Давайте попробуем скомпилировать. Запуститься. Все равно А выходит. Так, ну ладно, я думаю, над визуалом мы потом еще поработаем в отдельном видео. То есть тут и так немножко я запутался. Я буду думать над тем, как динамически вытаскивать, во-первых, данные. То есть я подумаю о том, где их лучше хранить. Весь этот список, вот этот, который я пытался только что создать. Точнее, я дата-ассет создал, но сам по себе пока еще не решил, где его хранить. То есть либо в гейм-инстансе где-то будет, да, чтобы один раз за всю игру его создавать и не удалять, не создавать заново. Ну, либо где-то еще. То есть потом нужно будет подумать, как переписать логику так, чтобы у меня эта библиотека функций использовалась и для виджетов вот этих, для подсказок, и для виджетов, которые вот здесь на экране у меня располагаются, вот эти. То есть максимально попытаюсь ужать код так, чтобы, ну, правильнее было. Ну и потом уже решим, как правильно подавать сюда значения, потому что если я сейчас сделаю один вариант, потом я все переделаю, мне потом все равно переделывать придется. Но главное, в целом логика работает. То есть теперь, смотрите, мне не обязательно прям целиться на какой-то объект, да, то есть я подошел, нажал, взял фонарик, подошел, сохранился, да, то есть, ну, только я его еще не настроил, этот виджет, да. Вот, взял, подошел, фотоаппарат. Ну, в общем, в целом, можно сказать, что практически получилось переделать систему. На этом, я думаю, видео можно закончить. Напоминаю, что игра доступна, точнее, страница доступна в Steam, и поэтому не забывайте переходить по ссылке и добавлять игру в виш-листы. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.